Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Коллеги, в этом видео подводим итоги предыдущей торговой недели. Примерно $800 сделала торговая система Cluster Trader. Но мне хочется поговорить не сколько о цифрах, сколько о том, что стоит за этими профитами и за этой стабильностью. Сегодня я вам покажу основную концепцию, которой придерживаюсь я и трейдеры, которые торгуют со мной в режиме реального времени по сигналам системы Cluster Trader. И первое, с чего мы с вами начнем, это диверсификация. Диверсификация. Такое достаточно сложное слово, но это не что иное, как разнообразие. В нашем случае разнообразие стратегий, инструментов и таймфреймов. Давайте запишем виды диверсификации. Первое, мы можем торговать один рынок и несколько сигналов. Это первый вариант. Это несколько сигналов. Допустим, мы торгуем нефть, или там золото, или евро-доллар, но несколько сигналов по тренду, против тренда и во флете. Второй вариант, наоборот, мы можем торговать один сигнал и несколько рынков. Например, мы торгуем сигналы на пробой, но торгуем там евро-доллар, фунт-доллар, то есть ищем один и тот же сигнал на одном и том же рынке. Один сигнал и несколько рынков. И третий вариант, это, как вы наверняка догадываетесь, несколько сигналов и несколько рынков. Почему так необходима диверсификация? Потому что, например, за эту неделю евро-доллар и фунт-доллар показали примерно нулевой профит, но при этом золото показало самые большие цифры. Если мы посмотрим на предыдущей неделе, то мы видим следующую ситуацию. По золоту особых профитов не было, а, допустим, нефть выскочила в лидеры. То есть не каждый раз, не каждый день, не каждую неделю один и тот же инструмент показывает один и тот же результат. Чаще эти результаты отличаются, потому что все зависит от состояния рынка, от волатильности, да и вообще от того, насколько мы системно и последовательно действуем, то есть принимаем все сигналы. Поэтому вот это очень важный момент, и я хочу, чтобы вы задумались и обязательно внедрили это в свою торговлю. То есть либо вы торгуете один рынок и несколько сигналов, либо один сигнал, несколько рынков, либо несколько сигналов и несколько рынков. Я использую вот этот третий момент, это несколько сигналов и несколько рынков. Второе. После того, как мы с вами определились, допустим, мы торгуем несколько сигналов и несколько рынков, нам нужно подойти к сигналам, потому что с рынками проще всего, там взяли, выбрали какие-то активы, которые двигаются, или основные пары валютные, или это какие-то фьючерсы, не так важно. Следующее, второе, это рынки. Давайте разберемся, в каких состояниях может пребывать рынок. Состояние рынка. SR равно. Состояние рынка первое, это тренд. Тренд у нас подразделяется на два состояния. Либо без коррекции, иначе говоря, тренд моментум, и тренд с коррекциями. Сейчас я все покажу. Вот смотрите. Состояние рынка. Тренд моментум. Сейчас порисуем, покажу. Вот смотрите. Поменяем цвет. Вот тренд моментум. Это когда мы видим отсутствие коррекций, либо небольшие коррекции. Совсем, там, процентов 10-20. Стандартный рынок выглядит вот так, с коррекциями. То есть движение, коррекция, движение, коррекция, движение, коррекция. И то, и другой тренд, но разная сила тренда. Понимаете, да? То есть тренд моментум, тренд с коррекциями. И второе состояние это неопределенность, или flat, или боковик. Давайте запишем неопределенность. Когда мы не видим явного тренда, консолидация и так далее. Третий пункт, это отследить тенденции. Какие сигналы, какие паттерны лучше всего работают в моментуме, либо в тренде с коррекциями.
либо в неопределенности. То есть мы находим состояние рынка, допустим, тренд. Вот у нас есть тренд, новый минимум, коррекция, новый минимум, коррекция и так далее. Какие тенденции кульминации коррекции? То есть что происходит, когда цена завершает коррекцию и тренд продолжается? Либо нисходящий, либо восходящий. Потому что если мы посмотрим на нефть, то мы увидим стандартный нисходящий график. Вот такого плана. Какие тенденции, то есть какие паттерны, какие сигналы мы видим в точках кульминации коррекции, то есть после чего рынок продолжает тренд. Еще раз, коллеги, это очень-очень-очень важно. Тенденции. Иначе говоря, в скобках здесь можно отметить, если вы совсем новенький, это закономерности. Закономерности поведения цены. То есть, что происходит с ценой, что делает рынок, когда завершает коррекцию и тренд продолжается. Либо что происходит в рынках, что свойственно рынку, когда нет коррекции. То есть, какие сигналы мы видим на продолжение движения, чтобы прыгать в моментум. Ведь если мы видим сумасшедший тренд, вот на этой неделе таких состояний не было. Ну, давайте какой-нибудь отрезок графика найдем, чтобы вы понимали, что такое состояние моментум. Да, моментум. Ну вот здесь я пропустил, кстати, один из самых больших трейдов вот по W, это нефть, это вот в состоянии моментум. Вот здесь, видите? Вот это моментум, то есть очень небольшие коррекции, сильное, быстрое, направленное движение в одну сторону. И вот здесь вам нужно отследить тенденции, то есть какие сигналы, тенденции, да, это какие сигналы приводят к сильному тренду, либо к моментуму, к моментуму. То есть какие сигналы приводят к моментуму, какие сигналы приводят к кульминации коррекции, какие сигналы приводят к развороту, какие сигналы приводят к отбою от максимума и минимума, если мы в неопределенности, то есть во флете. Что свойственно делать рынку? У нас есть весь перечень этих сигналов, и наши трейдеры подстраиваются под разные состояния рынка. Но сейчас я хочу дать вам вот эту основу, необходимую для создания своего собственного подхода. Бесспорно, вы можете пройти по ссылке к этому видео, заказать систему, торговать со мной в режиме реального времени, либо торговать самостоятельно по методичке и в течение 2-3 месяцев наблюдать радикальные изменения в своем мышлении, потому что вы заметите, как станете системным последователем, что неминуемо отразится на ваших результатах в положительную сторону. Но в первую очередь я хочу, чтобы вы поняли вот эти важные моменты. Это тенденции, да, это диверсификация. Давайте вернемся снова к тому, о чем говорили ранее, это рынки. Если торговать, допустим, один рынок и несколько сигналов, то в чем проблема? Проблема в том, что в какой-то момент на этом рынке может не быть волатильности и будет нечего торговать, и чаще трейдер будет действовать от усталости. В чем проблема второго момента? Один сигнал и несколько рынков, то же самое. Да, мы можем с вами на нескольких рынках иметь состояние неопределенности, флета. И если мы торгуем только, например, пробойные сигналы, они не работают в условиях неопределенности либо флета. Вот этот вариант, несколько сигналов и несколько рынков, лично для меня самый оптимальный и для большинства наших трейдеров здорово подходит. То есть мы берем, допустим, там 3, 4, 5, 6 сигналов и, смотря какое состояние рынка по тому или иному инструменту, мы торгуем те или иные сигналы. То есть, если это моментум, то это одна группа сигналов. Вот, например, ротация бара изменит цвета свечи. Если тренд с коррекциями, то это стрелочный плюс паттерны вершины. Если это неопределенность, то отбой от уровней, когда цена тестирует, допустим, ключевой уровень там поддержки, появляется стрелочный, дно, и затем мы видим отбой от уровня. Вот такого плана. То есть, вот это очень-очень важный момент. Идем дальше. Четвертый пункт после тенденций. Четвертый пункт. Здесь необходимо добавить правила управления позицией, управление сделками. Управление сделками. Каким образом мы можем управлять сделками? Мы можем торговать мультиконтрактами. Что такое мультиконтракт? Сейчас объясню. Мультиконтракт. Это когда мы открываем две и более позиции на сигнал. То есть у нас появился сигнал,
мы открываем 2 сделки и более, например, или 3 сделки, где используем определенные правила. Сейчас я подробно об этом расскажу. То есть мультиконтракт. Да? Второй вариант – это стандартный разовый, да, или один контракт, один объем. Когда мы, допустим, открыли сделку там объемом 1 лот, например, да, продали по сигналу или купили по сигналу, и закрываем сделку также этим же объемом, то есть весь объем закрываем. Если мультиконтракт, то мы предполагаем, что первый take profit или первую часть позиции, да, первый take profit, допустим, у нас будет в соотношении первый take profit 1 к 1, то есть по отношению к стоп-лоссу, а второй, это то, что сейчас я использую, а второй take profit не ставится, то есть вторая позиция, второй ордер или второй контракт двигается по волатильности вслед за ценой, то есть трейлинг стоп, да, двигается, допустим, по волатильности, иначе говоря, трейлинг стоп-лосс. Вот и все. Все стоп-лоссы, в принципе, можно подвести под одну черту, ставить стоп-лоссы за предыдущим уровнем или паттерном, да, или лучше за уровнем и за паттерном. Вот, например, если мы торгуем моментум, то здесь вы никогда не увидите уровень поддержки сопротивления. Если рынок вот в таком, да, тренде находится, практически никаких уровней там не будет, чисто такое параболическое движение, и здесь стоп-лоссы будут за паттерном. Тренд с коррекциями за коррекцией, то есть за минимум или максимум коррекции. Неопределенность за хай, то есть за максимум и за минимум паттерна и уровня, потому что если неопределенность, лучшая техника торговли вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления. Вот это, коллеги, фундаментальные основы для прибыльной торговли, то, что вам позволит быть максимально стабильным и прибыльным даже в условиях, когда что-то не получается, вы пропускаете какие-то сигналы, либо просто ситуация на рынке неблагоприятна. Вот на первой неделе марта все рынки восстанавливались после сумасшедшей волатильности, которую мы наблюдали в феврале месяце. Если вы не смотрели мой обзор за февраль, мы сделали с трейдерами около $3000, и то это торгуя объемом небольшим, примерно 0,5 лот, пол-лота на позицию. У нас есть трейдеры, которые торгуют и 1, и 2 лота на позицию. То есть вот это очень-очень важный момент, и я там отмечал количество пунктов, если я не ошибаюсь, около 500 или 600 пунктов мы сделали, что составляет $6000, если мы торгуем объемом в 1 лот. То есть вы можете подстраивать вот эти пункты, количество пунктов, которые можно заработать под свои потенциальные объемы, да, в зависимости от вашего депозита. Давайте теперь перенесемся к сделкам. И давайте посмотрим на евро, на первый сигнал, первый трейд весны. Это был лосс. Давайте разберем эту позицию, что здесь можно отметить. Вот эта сделка, которая у меня состоялась вот здесь, это сделка на коррекции, так называемая ротация бара. Ротация бара не что иное, как пробой уровня, коррекция и изменение цвета свечи. Потому что когда формируется коррекция, если было движение до этого вверх, то все бары будут белые. На коррекции часто мы видим изменение цвета на черный, то есть на нисходящее движение. Естественно, да, что если движение вниз, то мы преимущественно будем видеть черный бар. И затем мы ждем, когда снова бары поменяют цвет на белый. Почему? Потому что пробой вверх, движение вверх в направлении движения. То есть это не что иное, как торговля на коррекциях. Как только появился белый бар, вход, мы видим первую часть позиции я закрыл даже чуть раньше, вторая стоп-лосс, итого мы видим 10 минус, 10 и 17 пунктов соответственно. Ключевой момент, это уже момент психологии, да, мы с вами 4 момента записали, 5-й момент это момент психологии. Нужно стараться принимать каждый сигнал и результат измерять не в том, что я плюс или минус, я заработал деньги или нет, а результат измерять тем, что действовал ли я по правилам или не по правилам. Вот и все. Это единственное, что вы можете контролировать. Вот это конечный результат. Вы не можете контролировать его в каждой сделке, но входить по правилам или нет в ваших абсолютных силах, и вы четко можете сформировать правила и можете им следовать.
критичный момент, и несмотря ни на что нужно это делать, потому что по евро это была одна из самых непростых для меня недель. Идем дальше. Следующий трейд — это в этот же день, но уже когда мы видим более глубокую коррекцию, либо рынок обновляет несколько минимумов подряд. И вот здесь состоялась сделка на buy, мы видим стрелочный сигнал, первое условие, мы видим разворотное дно, паттерн, мы видим пробой максимум паттерна, вход здесь, первая цель здесь 15 и 13 по трейлингу. Причем вот здесь важно отметить, что после того, как я нажимаю buy или sell, то есть все сделки управляются советником, что снижает эмоциональный фактор торговли, и то есть все сделки управляют советником, снижает эмоциональный фактор, и, что важно, привносит большую дисциплину именно в менеджмент, в управление сделками. Итого 15 и 13 пунктов. Идем дальше. Примерно получился нулевой день. Следующий день, похожий пример. Пробой уровня, вот здесь слева, сила сигнал номер 1, мы пробили уровень со старшего таймфрейма, видим восстановление, мы видим черный бар, то есть то же самое, что мы смотрели там, вход, здесь я закрылся сам чуть раньше, после того, как увидел паттерн дно против своей позиции, и вторая позиция по нулям закрылась вот здесь, да, хотя мы видим, потом рынок обвалился, но еще раз, это вас не должно волновать, это попытка контролировать конечный результат, когда вы эмоционально реагируете. Вы не будете расстроены, если вы здесь продали, цена улетела, но вы будете расстроены, если цена упала. Так или иначе, единственное, что вы можете делать, это сменить фокус своего внимания. То есть переключить свое внимание. Вот сожалений надо было так, или если бы я, на то, что говорит мне методология. Даже если вы где-то ошиблись и поторопились, ничего страшного в этом нет, всегда ошибки будут. Только переключайте еще раз свое внимание, то есть внимание на то, что нужно было делать в момент появления сигнала, а не то, что потом произошло. Идем дальше. Следующий сигнал тоже микролосс. Здесь у нас плюс 4 получилось и 0, да? Здесь мы видим с вами стрелочный внизу. А если чуть сделаем так пониже, мы увидим тест уровня. Вот здесь протестировали. Как только мы протестировали, у нас появился стрелочный на buy, затем разворотное дно. Довольно широкий паттерн. Если мы посмотрим в пунктах, это очень много. И мы видим, появился вот здесь сигнал. Я вошел, рынок чуть дернулся в мою сторону, и затем бум, микролосс, минус 6 и минус 6 пунктов соответственно. Здесь очень важный момент, что у меня не отображается паттерн разворотное дно. Одна из причин, почему, это сокращение величины паттерна. Вот здесь есть такой параметр разворотное дно, видите, разворотная вершина. Есть такой параметр максимальная высота паттерна в пунктах. Вот у меня стоит 110. Если я поставлю, например, 200 пунктов, то естественным образом он здесь появится. RD, разворотное дно. И, в принципе, мое рисование здесь уже ни к чему. То есть вы можете регулировать для себя величину паттернов, да, и обходить стороной вот такие, например, широкие, потому что, как правило, для таких широких нужен более широкий take profit, потому что take profit идет от стоп-лосса. Следующий трейд вот здесь, давайте его тоже разберем. Это трейд, так называемый моментум, когда мы прыгаем в движение. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, затем мы видим стрелочный против, пробой дно, и вот здесь рынок пробил, закрылся ниже дна, минимума, да, паттерна, вход, мы видим, рынок дернулся чуть-чуть ниже, покрутился, и по трейлингу я вышел минус 9 соответственно. То есть мы видим, не так просто складываются дела по евро, но что важно, ведь в этот день и в эти дни я торговал еще и другие инструменты, и вот этот момент диверсификации очень важен. То есть если я торгую только один инструмент, то я только зависим от того, насколько эффективно я торгую именно этот инструмент, да, и те сигналы, которые появляются. Но когда у меня несколько инструментов, да, по какому-то инструменту мы видим более серьезное движение, вот как по золоту, я сейчас вам покажу. По евро таких больших движений не было, по крайней мере, по тем сигналам, по которым я входил. Хотя, конечно, я упускал некоторые сигналы, некоторые сделки, и это тоже может влиять. Вот здесь трейд, это такой грубый трейд в
плане ошибки, потому что я не торгую против тренда, это контур, да, трендовая сделка была. Пробой уровня, сила сигнал номер 1, затем мы видим стрелочный, сила сигнал номер 2, затем мы видим вершину, программа нам показала, затем мы видим пробой минимума этого паттерна, здесь sell, минус 4, но опять же таки благодаря трейлингу. Мой стоп был здесь за структурой, за паттерном, если не трейлинг стоп, то таких стоп-лоссов полных было бы довольно много. А здесь мы видим вместо, грубо там 12, минус 12 пунктов, мы имеем минус 4, всего 8 пунктов минус, да, за две позиции. И вот это тоже важный момент. Это называется динамичный трейлинг стоп. То есть динамичный стоп-лосс. Динамичный стоп-лосс. DSL, динамичный стоп-лосс. То есть после входа в позицию, если рынок начинает двигаться в мою сторону, определенное количество свечей, начинается трейлинг стоп, и риски сокращаются. Как раз для таких ситуаций, когда ты входишь в позицию, рынок в твою сторону идет, бум, разворачивается и выбивает тебя. Очень-очень полезная штука, особенно если вы скальпер, либо интрадей трейдер. Идем дальше. В этот же день у нас состоялась позиция ложный пробой, когда мы торгуем во флете, в консолидации, в неопределенности. Вот здесь мы пробили 15-минутный уровень, наш уровень со старшего таймфрейма, который определяется автоматически. Потом мы видим после пробоя стрелочный, мы видим снова разворотное дно. Цена пробила максимум паттерна вот здесь. И сразу вход в позицию, плюс 14, плюс 9 пунктов. Идем дальше. Следующий сигнал, это заключительный был сигнал недели по евро. Пробой уровня. Видим восстановление. И вот здесь снова черный бар. Да, чуть попозже вошел, буквально спред. Да. Sell, первый take profit здесь, второй по трейлингу здесь. Плюс 8, плюс 2. Обратите внимание, как все сигналы идентичны, один в один, да, не отличаются друг от друга. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итого за неделю 0 пунктов, да, то есть не было ни профита, ни лосса, но если мы прибавим комиссии, то есть отнимем от этого комиссии, минус 38 баксов по евро. Давайте к золоту, потому что золото определило здесь результат на этой неделе. На прошлой или позапрошлой это была нефть. Все очень важно, коллеги, диверсификация рынков и таймфреймов. Когда что-то не идет, то один из инструментов все равно двигается, либо вы по нему действуете лучше, либо вы более своевременно входите. Неважно, много факторов, которые могут влиять на вас, как на дейтрейдера. И вот здесь первая сделка 4 марта по золоту, причем по золоту практически 100% вероятность отработки по всем сигналам. Почти все сигналы были профитные, в отличие от евро. И что мы здесь с вами видим? Вот здесь мы видим тест уровня, где я держу курсор, это сила сигнал номер 1. Опять же таки, вот эта комбинация, это комбинация для флета, для консолидации, неопределенности. То есть тест уровня, сила сигнал номер 1. Потом мы видим стрелочный вот здесь, сила сигнал номер 2. Потом мы видим разворотное дно, и затем мы видим пробой максимум паттерна. Вход здесь 21 и 21 пункт соответственно. Так как по золоту волатильно шире, я торговал средним объемом 0,03 лот. Да, это не так много, но мои сделки выставляются в соответствии с шириной пунктов, да, сколько цена, сколько в пунктах стоп-лосс. И чем меньше пунктов, тем больше лот, чем больше пунктов, тем меньше лот. По золоту волатильность была широкая, поэтому лотность меньше 0,3 лот. И все это дело советник рассчитывает автоматически, и нет нужды думать о том, соблюдены ли риски или нет. Итого там 21.21, следующий трейд, следующий день 5 марта. Мы видим с вами вот здесь один из наших лучших сигналов с трейдерами, пробой уровня, коррекция, и мы видим белый бар. Пробой уровня, коррекция, белый бар, вход плюс 21 и 21 пункт соответственно. Потом я пропустил такой же сигнал вот здесь, пробой уровня, коррекция, черный, затем снова белый бар, вход. И вот здесь мы видим, если начинается тренд, мы не будем видеть новых уровней со старших таймфреймов, как вот здесь слева. Мы будем видеть пробой уровня, коррекция, снова белый бар, вход, пробой уровня, коррекция, снова белый бар, вход и так далее и тому подобное. То есть в сильных рынках, либо в моментумах, хотя это такой плохой пример, да, сильного рынка, вот, например, бывают вот такие рынки. Да. Если мы здесь видим ротацию бара, это одни из самых лучших сигналов, которые имеют очень высокую вероятность отработки, да, и позволяют нам прыгать в движение даже без уровней поддержки сопротивления. Ладно, идем дальше. Вот здесь как раз был последний сигнал, я тоже прозевал. Пробой уровня, коррекция, черный, затем белый бар. Видите, какой моментум. Тоже очень важно не пропускать сигналы.
Да, но такое бывает, я не робот, поэтому я вам показываю все то, как есть на самом деле. Идем дальше. Следующий день, следующий трейд, 6 марта, Non-Farm, данные по безработице в США. И вот здесь этот трейд называется Momentum, прыжок в движение. То, что мы обсуждали в начале, да, состояние рынка. Вот рынок усилился, обвалился, пробили здесь уровень, сел сигнал номер 1. Затем мы видим стрелочный против пробоя, дно. И вот здесь на этом баре большом мы пробили минимум паттерна. Тут же вход, тут же быстрый профит, да, 100 пунктов и второй по трейлингу. Это называется прыжок к моменту, когда мы за минуту делаем 100 пунктов. И если торгуем объем в один лот, это $1000. Для меня это $300, потому что я торговал 0,3 лота. Очень-очень важно. Идем дальше. Следующий трейд этого же дня. Это сделка по кластер 3 sell. Кластер 3 условия на вход в рынок. Мы видим стрелочный, мы видим слабую вершину и мы видим пробой минимума этого паттерна. Вот на этой свече, на этом баре. Это идеальная комбинация для флета, неопределенности, консолидации. Видим 45 пунктов тик в тик, да, был достигнут первый таргет, второй по трейлингу по нулям, да, итого 45 плюс 0, да, 45 плюс 0. Идем дальше. Следующий трейд, это заключительный уже трейд, чуть позже, да, я торговал в пятницу, но было очень волатильно, много сигналов, и мы видим плюс 35 пунктов, здесь тоже пробой уровня, коррекция к уровню, ротация бара, более поздний такой вход, да, вот здесь buy, мы видим 35 и 45 по тейку, да, первый тейк и второй тейк. На самом деле вот здесь я вышел вручную, потому что уже поздновато было, но мы видим, какой сумасшедший моментум дальше был. И вот это очень важный момент, да, стараться не лезть в сделки, стараться не привносить собственное мнение, когда нам кажется, что вот это финальное движение, сейчас начнется коррекция и так далее, да, или вот это все там точка разворота, то есть дать рынку, дать системе определить все эти параметры самостоятельно. Итого за неделю по золоту плюс 309 пунктов, 3090 на 0,3 лот, это $927, отнимаем комиссии, $884 получилось по золоту, да? 884 бакса. Если вы торгуете объем в один лот, то для вас золото сделало 3090, да, грубо 3100 баксов. Опять же таки, не так много сигналов, но имеет значение, еще раз, постоянство, стабильность, соблюдение этих сигналов. Некоторые наши трейдеры по золоту взяли гораздо больше, кто-то около 5,5 тысяч долларов. Опять же таки, торгуют те же самые паттерны и комбинации. Заключительный инструмент фунт-доллар. 3 марта по фунт-доллару сразу первый трейд и первый большой профит. Мы видим комбинацию, которая хорошо подходит для флета, неопределенности. Вот здесь это SS5. Мы пробили уровень, стрелочный, дно, обратный пробой уровней паттерна. Мы видим 8 и 20 пунктов. Дальше идем. Следующий трейд мы видим стрелочный, вершина, тоже для консолидации. Пробили лоу. Рынок дернулся в мою сторону, немного не дошел до тейк-профита, и я вышел по трейлингу. Мой изначальный стоп был здесь. За счет трейлинга, да, риски сократились, минус 2 и минус 2. И то же самое здесь. Я купил здесь по паре фунт-доллар. Пробой уровня, коррекция, черный, затем белый бар. Мой стоп-лосс был за лоу, за минимумом здесь. И затем мы видим рынок дернулся в мою сторону. Этого было достаточно, чтобы сработал трейлинг стоп. Мой трейлинг подвинулся вот сюда, минус 3. Идем дальше. Еще раз я вам показываю абсолютно все трейды, да, лоссы, профиты, но это не имеет никакого значения, имеет значение постоянства, коллеги, еще раз. Это ключ к прибыли. Если вы хотите быть зарабатывающим трейдером, вам необходимо постоянство. Итого, плюс 10, да, плюс 10 пунктов. Торговый объем 0,6 лот, это плюс $60, минус комиссии плюс $14. И вот что мы имеем за эту неделю. Итого, за неделю по всем инструментам плюс 3100 пунктов, либо $860, торгуя, да, объемом. Ну, мы берем золото как основной актив, потому что там все профиты были, а фунт, доллар и евро около нуля. И за февраль и март, если вы не смотрели предыдущее видео
по февральской статистике тоже посмотрите. Итого у нас получилось $3860. Учитывая то количество сделок, которые я прозевал, система сделала порядка 12-14 тысяч баксов, торгуя совсем небольшими объемами, коллеги, еще раз. Примерно 0,3, 0,6, 0,5, 0,8 лот. Ну, конечно, лотность у меня зависит от ширины стоп-лоссов в пунктах, и это все рассчитывает автоматически. Вот такие итоги первой недели марта. Если вы хотите торговать по сигналам системы Cluster Trader, то используйте ссылку под этим видео и встретимся на онлайн-торговле. Все, пока-пока.